Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию сравнение Yota 3 Plus и Hisense A2 Pro, обзоры которых вы можете найти на моем канале. Признаюсь, до того, как я взял эти смартфоны в руки, я был уверен, что Yota порвет Hisense как тузик грелку, но все в итоге оказалось не так однозначно. У нас будет ряд номинаций, в каждой будут подноминации. По ним мы проведем сравнение и расставим плюсики, а затем определим победителя, подведя итог. Итак, поехали! Первая номинация на сегодня называется «Дизайн, материалы и качество сборки». Дизайн – дело вкуса, и оценивать его я не буду. Скажу лишь, что на мой взгляд оба аппарата выглядят вполне достойно. Yota поменьше, покруглее и не столь брутально, как Hisense. В то же время у Hisense мне нравится цветовое решение, такой глубокий красивый синий цвет. Сзади, на мой взгляд, Yota однозначно интереснее и выигрышнее. Экран занимает почти всю панель, в нижней части есть красивая металлическая вставочка. Поскольку задний экран — это тоже элемент дизайна, я просто не понимаю, почему китайцы не сделали возможность инвертировать цвета, да и сама графика виджетов у Yota намного лучше. Что касается материалов, то оба аппарата имеют металлические рамки. При этом текстура с насечкой на рамке у Yota мне нравится больше, как и красивое матовое стекло сзади. Качество сборки на высоте как у Yota, так и у Hisense. Подведем итоги номинаций. И за материалы, и за качество сборки Yota и Hisense получают по плюсику. Итого общий итог пока 2-2. Следующую номинацию я назвал «Эргономика и органы управления». И первая подноминация – «Размер и вес и эргономичность». Оба аппарата хорошо лежат в руке. Yota заметно компактнее и тоньше Hisense, что не может не сказаться на удобстве использования. Также Yota удобнее за счет большего скругления в области рамки. Hisense лежит в руке более цепко, а Yota чуть более скользкая, ее легче уронить. Что касается органов управления, то мне лично удобнее, когда кнопка включения и качелька громкости расположены на одной стороне, как это сделано у Yota. Дотянуться до качельки громкости Hisense, расположенной на противоположной стороне, мне трудновато. В то же время пользоваться наэкранными кнопками управления системой, как у Hisense, мне удобнее, чем встроенными в нижнюю панель кнопками Yota. Кроме того, я периодически держу смартфон за рамки. У Yota это сделать трудновато. Что касается разъемов, то оба аппарата оснащены разъемом USB Type-C. Но Hisense, кроме этого, оснащен разъемом для наушников на 3,5 мм, что, несомненно, является жирным плюсом, поскольку множество людей продолжает использовать различные проводные гарнитуры, наушники, ауксы. И в случае Hisense не придется усложнять дело переходниками или адаптерами. Далее смотрим сканер отпечатка пальца. Это очень важный орган управления. Датчик Yota расположен на нижней панели, и он разблокирует только передний экран. Для разблокировки заднего экрана придется ввести пин-код либо графический ключ. Но есть один трюк, который мне подсказали на форуме FOPDA. Надо повернуть телефон передним экраном вниз и снизу дотронуться до сканера отпечатка пальца. Разблокируется передний экран. В этот момент нужно нажать на кнопку включения, и задний экран разблокируется без ввода графического ключа. Это происходит потому, что задний экран не блокируется какое-то время после работы переднего. Но есть случаи, когда сделать это невозможно. Например, когда телефон находится в автомобильном держателе задним экраном к водителю. В таком положении я пытаюсь разблокировать задний экран кнопкой, но разблокируется передний, поскольку телефон находится вертикально и не может определить, какой именно экран мне нужен. То же самое с датчиком. Я разблокирую пальцем передний экран и пытаюсь кнопкой разблокировать задний. Но вместо этого опять блокируется передний экран. Вот такое вот неудобство. Датчик у Hisense, расположенный в кнопке питания, намного удобнее. Всегда можно подобрать палец, чтобы разблокировать нужный экран. Можно сделать это вот так. Можно сделать это вот так. На заднем экране ситуация аналогичная. Можно разблокировать пальцем из такой позиции. Можно сделать это из такой позиции. Что касается скорости срабатывания датчика и его точности, то здесь Hisense однозначно впереди Yota. Датчик Yota периодически срабатывает через раз. Что же касается лотков для SIM, то я их даже не буду доставать, они абсолютно одинаковые. Есть возможность установить нано-сим-карту, либо SD-карту или еще одну нано-сим-карту. Итак, подведем итоги номинации. За размер, вес и эргономичность плюсик достается Yota.
За боковые кнопки тоже. За кнопки управления системой плюсик я поставлю Hisense. За наличие дополнительного разъема для наушников тоже. Датчик отпечатка пальца однозначно лучше у Hisense, плюс ему. Лоток для SIM абсолютно одинаковый, каждый получает по плюсу. Итого общий счет пока 6-5 в пользу Hisense. Следующая номинация у нас называется экран. Оба экрана у нас AMOLED и Full HD. Начнем с цветопередачи. Наверное, камера этого не видит, но у Hisense цвета чуть более яркие, у Йоты более натуральные. Вообще мне нравится и та картинка. Но цвета Йоты мне нравятся чуть-чуть больше, они более естественны. Хотя это придирка, и, наверное, плюс за цветопередачу я поставлю и тому, и другому. Углы обзора абсолютно одинаковые в любом направлении, и вверх, и вниз, и вправо, и влево. Белый цвет натуральнее у Йоты, у Hisense он имеет легкий желтовато-зеленый оттенок. Что же касается черного цвета, то он и в том, и в другом случае абсолютно черный, как и должно быть у AMOLED экрана. Что касается максимальной яркости и датчика освещения. По максимальной яркости я какой-то из этих смартфонов выделить не могу. Они идентичны. Что касается датчика автоматической регулировки яркости, то у Йоты он чуть более точный и более чутко реагирует на изменения освещения. В условиях недостаточной освещенности экран Hisense будет более ярким и менее комфортным для использования. Итак, подведем итоги в номинации «Экран». По цветопередаче я поставлю плюсик и Йоте, и Hisense, по углам обзора тоже. Максимальной яркостью аппаратов практически не отличается, поэтому каждый тоже получает по плюсику. Белый цвет более натуральный у Йоты, мне он понравился больше, поэтому плюсик получает Йота. Черный цвет одинаково глубокий у обоих смартфонов, поэтому каждому по плюсу. И за более четкую работу датчика освещения плюсик получает Йота. Общий итог пока 11-10 в пользу Йоты. В следующей номинации давайте рассмотрим прошивки. На Йоте стоит чистый Android. Версия его 8.1.0. Локализация практически полная. По-английски остались только настройки заднего экрана. Но и это уже исправлено в том обновлении, которое прилетело по воздуху. Только я еще его не успел скачать и установить. Дополнительно установлено несколько приложений. В настройки добавлен пункт задний экран, который дублирует приложение Second Screen на рабочем столе. У Hisense Android версии 7.1.2 с фирменной оболочкой Vision. Прошивка мультиязычная и неофициальная, но перевод частичный, многие настройки на английском, есть кое-какие чисто китайские приложения. Оболочка эта мне нравится, ей очень приятно пользоваться. Она имеет весьма симпатичную графику, цитирующую iOS, а также напоминает MIUI от Xiaomi, только с меньшим количеством запутанных настроек. Меню приложений здесь отсутствует. С точки зрения графики, шторка здесь контрастнее и информативнее, чем у Йоты. То же самое можно сказать о графике меню настроек, в которой присутствуют цветные пиктограммы. В оболочке Hisense есть много интересных плюшек и настроек. Например, режимы цвета в настройках экрана, наподобие того, как это сделано у Xiaomi. Здесь можно выбрать стандартный, увеличенный, либо режим защиты глаз. Есть возможность поменять местами на экранные кнопки, кому как удобнее. А также моя любимая настройка – автоматическое включение-выключение телефона по расписанию. Вечером я кладу телефон на тумбочку у кровати и знаю, что он выключится в 0:40. А утром снова включится и разбудит меня будильником. Посмотрим, какие возможности настройки рабочего стола у нас есть из коробки. Так, в Йоте можно поменять обои, добавить виджеты и есть некоторое количество настроек главного экрана. Здесь можно включить добавление значков на рабочий стол после установки, изменить форму значков, круг, квадрат, квадрат с закруглениями и так далее. Давайте посмотрим квадрат. Вот как это выглядит. Далеко не все приложения соглашаются с моей настройкой, некоторые остаются круглыми. Можно включить отображение количества пропущенных событий у значков приложений. Посмотрим настройки у Hisense. Здесь настроек намного больше. Можно добавить виджет, поменять обои. Есть, как и в сторонних лаунчерах, эффекты перелистывания на рабочем столе и большое количество настроек. Разные варианты упорядочивания значков. Можно скрыть некоторые приложения и, что мне особенно нравится, можно заблокировать раскладку рабочего стола от случайных изменений. В таком случае мы уже ничего не сможем сделать, пока не выключим эту настройку. Теперь очень важный момент, и это обновление. Главным минусом прошивки Hisense является ее неофициальность и отсутствие перспектив по обновлению. Глобальных прошивок нигде нет, а какую именно и с какими глюками вам пришлют из Китая, неизвестно, и сделать с этим вы уже ничего не сможете. В то же время Йота имеет поддержку производителя, как вы можете видеть, в настоящий момент предлагается к скачиванию обновления одно из двух, которые прилетели вчера, и за поддержку производителя жирный плюс достается Йоте. Итак, подведем итоги в номинации «Прошивка». За версию Android плюс достается Йоте, за локализацию тоже.
За дизайн оболочки и возможности кастомизации плюс я ставлю Hisense. За дополнительные функции настройки тоже. За поддержку производителям плюс получает Йота. Итого, общий счет в настоящий момент 14-12 в пользу Йоты. Итак, поехали дальше. Следующая номинация у нас производительность. Как вы можете видеть, железо здесь одинаковое. Это Snapdragon 625 на 8 ядрах Cortex A53 и графика Adreno 506. Заявленная оперативная память и в том и в другом случае составляет 4 гигабайта, но вот почему-то приложение у Йоты показывает чуточку меньше. Встроенная память на 64 гигабайта. Средний результат в AnTuTu Benchmark у обоих устройств практически идентичен, и это около 78 тысяч баллов. Что касается производительности в играх, то в Asphalt 9 все практически идентично, разве что картинка на экране Hisense еле заметно подтормаживает. Есть также вот такая вот интересная особенность. На Йоте 3 Plus трасса загружается значительно быстрее. Как видите, на Йоте я уже поехал, на Hisense еще идет загрузка. Я думаю, это следствие наличия фирменной оболочки, потому что голый Android работает всегда быстрее. Итак, подведем итоги в номинации «Производительность». Поскольку железо одинаковое, плюсики за железо я ставить не буду. Скорость работы оболочки в том случае меня устраивает. Никаких лагов или подтормаживаний я не замечал. Плюс Йоте, плюс Hisense. По производительности в AnTuTu Benchmark у нас одинаковые оценки, также каждый получает по плюсу. И за производительность в играх я поставлю плюсик Йоте за чуть более плавную графику и за значительно более быструю загрузку. Итак, общий счет на этот момент 17-14 в пользу Йоты. Следующую номинацию я назвал «Связь». Начнем с LTE. Большая тройка широко использует в России бенды 3, 7, 20 и 38. Все они есть у Йоты 3 Plus. У Hisense нет 38-го бенда, но это в принципе небольшая потеря, поэтому будем считать, что по LTE у нас паритет. Следующий интересный момент – это инфракрасный порт. У Hisense он есть, у Йоты его нет. В Hisense есть приложение для дистанционного управления техникой. В принципе, здесь все понятно и стандартно, особо подробно показывать это не стоит. Можно добавить телевизоры, различные другие устройства, переключать каналы, включать, выключать, настраивать и так далее. Не знаю, как вы, но я считаю наличие инфракрасного порта несомненным плюсом. Другим важным преимуществом Hisense перед Йотой 3 Plus является наличие NFC, которое работает просто великолепно, на довольно большом расстоянии. И есть огромное количество людей, для которых эта опция является определяющей при выборе смартфона, плюс Hisense. Итак, подводим итоги в номинации «Связь». Каких-либо вопросов по качеству приема сотового сигнала или сигнала Wi-Fi у меня к этим аппаратам нет, поэтому оценки за это ставить я не буду. За частоты и качество работы LTE поставим по плюсику Йоте и Hisense, за наличие инфракрасного порта плюс Hisense и за наличие такой важной опции, как NFC, нарушим общие правила и поставим Hisense 2 плюсика. Общий итог на этот момент 18-18, пока ничья. Ну что же, двигаемся дальше. Следующая номинация у нас автономность. Я произвел ряд измерений в разных режимах, и сейчас мы сравним, в каком режиме какой из смартфонов покажет лучшие результаты. Зарядка от 0 до 100% родным зарядным устройством. Результат Йоты 3 Plus 1 час 49 минут 20 секунд. Результат Hisense A2 Pro 2 часа 16 минут 30 секунд. Чтение на заднем экране в приложении FB Reader. И Йота, и Hisense показывают одинаковый результат от 2 до 3% в час, в среднем 2,5%. Использование Яндекс.Навигатора на переднем экране. Йота 3 Plus расходует 11% в час, Hisense A2 Pro расходует 14% в час. То же самое, только на заднем экране, Яндекс.Навигатор. Hisense показывает расход батареи 10% в час, а Йота 3 Plus преподнесла сюрприз – 14% в час, то есть больше, чем на переднем экране. А теперь посмотрим результат в играх. Asphalt 9. Йота 3 Plus расходует 9% за полчаса. Hisense A2 Pro расходует 10% за полчаса, то есть результаты практически идентичны. Извините, но, к сожалению, более чем полчаса я играть не смог. Далее, просмотр Full HD видео с YouTube через Wi-Fi. Результат Йоты 3 Plus 7 часов 47 минут 30 секунд. Hisense A2 Pro отстает 6 часов 40 минут 36 секунд. Давайте подведем итоги в номинации «Автономность». За скорость зарядки плюсики оставлю Йоте, она заряжается быстрее. Расход на чтение заднего экрана одинаковый,
плюс Yoti плюс Hisense. Проигрывание HD видео. Yota проработала почти на час больше, поэтому плюс ей. В играх расход практически одинаковый, 2 плюса Yoti и Hisense. Расход в режиме Яндекс Навигатора на переднем экране у Yota меньше, ставлю ей плюс, и на заднем экране ситуация обратная, плюс я ставлю Hisense. Также по плюсику каждому из двух смартфонов я поставлю за наличие режима экономии энергии. Общий итог на данный момент 24-23 в пользу Yota 3+. Следующая номинация GPS. Я запускаю GPS-тест на обоих аппаратах. Hisense нашел спутники чуточку быстрее, но в принципе количество спутников в поле зрения используемых примерно одинаково. У нас здесь и GPS, и GLONASS, и вот Yota даже уловила спутник Beidou. В целом можно сказать, что в номинации GPS у нас ничья. Итак, подведем итоги в номинации GPS. По скорости нахождения спутников у нас паритет, плюс получает Yota, плюс получает Hisense, и по количеству спутников тоже. Оно практически одно и то же. Ставим плюс Yoti, плюс Hisense. Общий итог в настоящий момент 26-25 в пользу Yota. Ну что же, давайте посмотрим фотографии и видео. Смотрим примеры. Как вы видите, светлое время суток в одинаковых условиях в автоматическом режиме камера Hisense делает более светлые снимки, и они мне нравятся больше. Но в то же время фотографии Yota более четкие, а фотографии Hisense чуть более размытые. В темное время суток ситуация иная. Камера Yota делает более светлые снимки, но на них явно видна зернистость, в то время как камера Hisense сделает более темные, более смазанные снимки. Что касается качества видео, то здесь принципиальной разницы я не заметил. Плюсом Yota перед Hisense является разрешение снимаемого видео. Yota снимает до 4К, Hisense только Full HD. Итак, подведем итоги номинации. Количество настроек и в том и в другом случае достаточное. Есть режим HDR. За настройки плюсик я поставлю и тому и другому аппарату. За качество фотографий плюс получает Hisense. На мой взгляд, они получаются явно лучше. Качество видео плюсик я поставлю Yota. Общий итог после номинации камера 28-27 в пользу Yota 3+. Теперь давайте посмотрим громкость динамика. На мой взгляд, мелодия звонка звучит громче все-таки у Hisense. Громкость динамика в режиме мультимедиа. На мой взгляд, динамик Hisense звучит громче и более чисто. Итак, подведем итог по номинации «Внешний динамик». Громкость звонка и громкость мультимедиа у Hisense A2 Pro выше, чем у Yota 3+. Ставим ему плюсики и за то, и за другое. Общий итог на данный момент 28-29 в пользу Hisense A2 Pro. Итак, сравнение смартфонов с передней стороны окончено. Я думаю, что решающую роль в нашем сравнении сыграет номинация «Задний экран». Давайте начнем. Начнем с разрешения экрана. При одинаковой диагонали 5,2 дюйма у Yota 3+, разрешение заднего экрана в HD. У Hisense всего 960 на 540. И это не может не сказываться на качестве картинки, которую вы видите. Сравните отображение текста на экранах. У Yota все просто замечательно, никаких пикселей не видно. У Hisense пиксели видно невооруженным глазом. Так, следующая подноминация у нас графика, а именно графика отображения виджетов на заднем экране. И здесь можно совершенно определенно сказать, что графика Hisense более примитивная и некрасива, чем та графика, которую нам демонстрирует Yota. Hisense оставляет впечатление немного недоработанного продукта. Многое сделано просто формально. В частности, посмотрите вот на эти часы. Почему было бы не увеличить их для улучшения наглядности? А если мы попытаемся изменить часы на аналоговые, получим вот такой результат. Практически ничего не видно. И изменить размер этого циферблата нельзя. Та же ситуация с большими часами. Если я сделаю их цифровыми, сами часы будут достаточно маленького размера, несмотря на огромный виджет. У Yota в этом плане все намного лучше. Виджеты более красивые, имеют полутона, имеют более качественную графику и имеют достаточные размеры для удобства их считывания. Давайте теперь посмотрим возможности кастомизации заднего экрана, то есть настройки панелей виджетов. Hisense предлагает нам экран, разделенный на 4 модуля. 4 горизонтальных модуля по вертикали. При этом каждый из основных виджетов может быть размером в 1 либо в 2 модуля. Минус заключается в том, что
Произвольно переставлять виджеты Hisense не разрешает. Их можно собрать в определенной последовательности, только создавая новую панель, добавляя по одному виджету. Когда панель уже создана, виджеты на панели можно только перемешать в случайном порядке, либо сдвинуть максимально вверх. Итак, нужную последовательность виджетов можно собрать, комбинируя эти два варианта: случайное перемешивание и передвижение каждого виджета в топовую позицию. Кроме того, здесь есть ограничения по количеству создаваемых панелей. По-моему, их можно создать всего 5. Есть еще один немаловажный недостаток, на мой взгляд. Он заключается в том, что процент зарядки батареи не виден, когда экран заблокирован. Чтобы посмотреть, сколько осталось у нас процентов, нужно разблокировать экран, и тогда батарейка показывает проценты. Последних двух недостатков Yota лишена. Панелей можно создавать огромное количество, процент зарядки виден в строке состояния. Графика виджетов у Yota также намного лучше. Располагать виджеты в Yota можно абсолютно свободно. Сетка здесь более мелкая, чем у Hisense. Можно стыковать их не только по вертикали, но и по горизонтали. Например, вот так. Кроме того, жирным минусом Hisense является тот факт, что цвета панелей виджетов невозможно инвертировать, то есть только черная графика на белом фоне и никак больше. В Yota же можно выбрать либо белый, либо черный цвет. Дальше посмотрим количество и информативность виджетов. Количество доступных виджетов в Hisense невелико. Из самых необходимых можно выделить погоду, нотификации, часы, календарь, переключатели и быстрый запуск приложений. При этом стоит отметить, что виджет погоды периодически перестает показывать температуру, и его надо обновлять, нажимая на него. Виджеты Hisense я подробно рассматривал в обзоре, останавливаться не буду. Давайте посмотрим, что у нас с виджетами в Yota 3 Plus. На мой взгляд, виджеты для заднего экрана недопилены и явно сделаны на скорую руку. Например, возьмем календарь. Здесь календарь предлагается в разных размерах. 4 на 5 клеток, 4 на 4, 4 на 3, 4 на 2, ну и совсем маленький 4 на 1. Возьмем 4 на 3. Разместим его на нашей панели. Как видите, сегодня 17 ноября, но виджет Yota 3 Plus в маленьком размере не показывает вторую половину месяца вообще, то есть только 2 первые недели. 17 ноября можно увидеть, только установив виджет на полный месяц. Следующий момент — это виджеты нотификации. Они называются нотификации и часы. И здесь их 3 варианта: 4 на 4, 4 на 6 и 4 на 8. Нотификаций без часов не бывает вообще, но при этом есть еще отдельные часы. Я не понимаю, зачем. Мне бы хотелось, чтобы можно было установить отдельные часы и отдельные нотификации. В итоге все варианты заднего экрана, во всяком случае у меня, свелись к переставлению двух виджетов: нотификация с часами и погода. Можно сделать погоду сверху, нотификацию с часами снизу, либо наоборот, нотификацию с часами сверху, а погоду снизу. Ну и для разнообразия добавить внизу необходимое количество запускаемых с заднего экрана приложений. Того богатства, которое было в Yotaphone 2, здесь нет и в помине. Если бы они здесь сделали все то, что было в Yota 2, цены бы этому аппарату не было. Но это с лихвой компенсируется возможностью размещения любого стороннего виджета на заднем экране. Смотрим пример. Я скачал с маркета приложение HD Widgets. Давайте попробуем разместим вот такую, скажем, панель переключателей. Настроим ее размер. Далее добавим еще один виджет. Пусть у нас это будут вот такие вот часы. Как видите, здесь можно настроить абсолютно все. Фон часов. Изменим сами часы. Окей. И я изменю размер. Сделаю вот так. Добавлю еще один виджет из HD Widgets. Пусть это будет погода на ближайшие дни. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Получилась вот такая вот интересная панель из сторонних виджетов. Переключатели можно разместить абсолютно любые. Настроить часы, добавить к часам погоду или не добавлять. Здесь видно процент заряда батареи. Вот такой вот погодный виджет. В общем, вы можете скачать с маркета абсолютно любые виджеты, подобрать себе по вкусу все, что вам нужно, разместить на задней панели, и за это огромный жирный плюс получает Yota 3 Plus. Ну что же, время идет, пора двигаться дальше. Поговорим об уведомлениях. В Hisense уведомления решены следующим образом. Есть виджет со счетчиком пропущенных событий. Отдельно показываются звонки, сообщения. Если настроена электронная почта, то письма электронной почты. И есть общая кнопочка Notification, которая показывает абсолютно все уведомления, которые есть в системе.
У Yota 3 Plus счетчиков пропущенных событий нет. Есть только один вариант виджета уведомления, это, как я уже показывал, уведомления и часы. Плюс здесь в том, что на экране сразу видно все уведомления, которые поступили к вам в систему. На самом деле, после использования обоих смартфонов я понял, что вот этот вариант намного более удобен. Поэтому плюсик за уведомления я поставлю Йоте. Так, что там у нас дальше? Дальше у нас зеркальный режим. В Hisense зеркальный режим абсолютно полноценный. Можно полностью переключить Android назад, свободно им пользоваться, запускать любое приложение и включать этот зеркальный режим как с переднего, так и с заднего экрана. В Йоте зеркального режима нет. Можно только отправлять отдельные приложения на задний экран, либо запускать их непосредственно с заднего экрана. При этом, если я попытаюсь отправить на задний экран просто лаунчер, телефон будет ругаться и напишет, что сначала откройте приложение, а потом уже отправляйте его на задний экран. И это происходит при использовании абсолютно любого лаунчера, и стандартного, и кастомного. Еще один критический момент и плюс в пользу Hisense – это ландшафтный режим на заднем экране. Я отправлю FB Reader на задний экран, и как мы видим, он спокойно становится ландшафтным. С Йотой так сделать не получится. На переднем экране ландшафтный режим в FB Reader есть. Теперь отправим его на задний экран. И здесь уже приложение в ландшафтный режим не переворачивается. А что же будет, если сразу попытаться отправить приложение в ландшафтном режиме на задний экран? Будет ругань. Телефон ругается, что ландшафтный режим на заднем экране не поддерживается. Качество отображения приложений на экране на примере Яндекс.Навигатора. Как вы видите, из-за меньшего разрешения экрана на экране Hisense невооруженным глазом видна зернистость. Но в то же время изображение здесь чуть более контрастное, чем на Yota 3 Plus. У Yota все более сглаженное и красивое. Конечно же, этот вариант меня устраивает больше, даже несмотря на меньшую контрастность. Ну и последнее на сегодня, что касается заднего экрана и вообще сравнения, это возможность отправки картинки на задний экран при выключенном телефоне. У Yota 3 Plus эту функцию я уже подробно разбирал в обзоре. Здесь все просто. Выбираем картинку и при выключении аппарата она отправляется на задний экран. У Hisense все очень похоже, но несмотря на это есть отличия. Так, если мы нажмем на кнопочку In Screenshot to Ink, мы видим надпись, что скриншот закреплен на Ink, и с задней стороны получаем вот такой вот результат. Отличие Hisense в том, что эта картинка будет на заднем экране не только в случае выключения смартфона, но и во включенном состоянии. Как видите, картинка стала одной из панелей. Если телефон блокируется, то скриншот появляется на экране. Также он будет появляться и в том случае, если телефон выключен. Как мне кажется, данный вариант интереснее, поэтому плюсик я поставлю Hisense. Так, подведем итоги номинации «Задний экран». За разрешение экрана плюсик получает Yota. За графику виджетов плюсик получает также она. За возможности кастомизации, за количество и информативность виджетов, за уведомления плюсы получает опять же Yota. За наличие зеркального режима плюс достается Hisense, как и за возможность запуска приложения в ландшафтном режиме. Качество графики при отображении приложений на заднем экране лучше у Йоты. Плюс достается ей. И возможность отправки скриншота на задний экран чуть более интересно решена у Hisense, плюс ему. Итак, общая оценка по результатам сравнения. 34 плюса набрала Yota, 32 плюса набрал Hisense A2 Pro. Формально в тесте верх одержала Yota 3 Plus, но не все так просто. Есть критические позиции, которые могут повлиять на решение человека приобрести тот или иной смартфон из этих двух. Первое, по моему мнению, это наличие NFC. Есть большое количество людей, которые за такую цену не купят смартфон без NFC, несмотря на все его достоинства. Вторая критическая позиция, по моему мнению, это качество заднего экрана и его возможности. Yota здесь однозначно превосходит Hisense. При всех достоинствах Hisense задний экран явно и очевидно его портит. Если бы можно было взять все преимущества Hisense, все преимущества Yota и соединить их в одно устройство, смартфон получился бы просто идеальный. Есть ли такой смартфон? Мне кажется, отчасти есть. Это Yotaphone 2. В нем есть и NFC, достаточно качественный задний экран, широчайшие возможности кастомизации. Но есть и целый ряд недостатков, объясняемых его почтенным возрастом. В это сравнение Yotaphone 2 я решил не добавлять, но если вам интересно, пишите комментарии, я могу снять такое же подробное сравнение Yotaphone 2 с Yota 3 Plus. С Hisense, я думаю, все понятно, и скорее всего я отправлю его на Авито.
Также у меня есть вот такая вот интересная идея: разобрать Yota 3 Plus и Yotaphone 2, посмотреть, что у них внутри общего и чем они отличаются внутри. Но за это я, наверное, возьмусь только в том случае, если вам будет это интересно. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Всего вам самого наилучшего.